Ребята, всем привет! Очень даже хорошие новости. Сегодня делаем обзор на Рейсмус Makita 2012 NB. Сразу, друзья, прошу прощения, буду снимать с руки, так как объемная такая коробка, вес за 30 килограмм, поэтому так. Давайте быстренько распаковываем. Что мы видим? Вот такой картон, всякие гарантийки. Купил сразу оригинальные щетки. Вот код CB153. Взял в магазине, они в комплекте не идут. Дальше. Ребята, вот на что нужно обращать внимание, так это на вот этот патрубок пылеотвода. У меня в коробке он в комплекте и шел. И вышел небольшой казус с магазином на просторах интернета. Некоторые пишут, он есть в комплекте, другие говорят, его нет в комплекте. И если его нет в комплекте, думаю, сразу его закажу. Пишу я им, магазин мне говорит, да, он не поставляется в Украину с пылеотводом, его нужно докупать отдельно. И стоит он 725 гривен. Ну что ж, заказываю я Рейсмус и еще пылеотвод. Какое было мое удивление, когда я получил эти две посылки. Пришла основная Рейсмус в этой коробке и еще одна коробка вот длины вот такого патрубка. Ну вы поняли, что в нем было, да? Еще один патрубок. Открываю коробку. Здесь лежит комплектный. И у меня еще один такой. Ну благо магазин хорошо. Сработали. Молодцы. Я им позвонил, сказал так и так, ну зачем, они вернули деньги, я им вернул патрубок. Так что, ребята, это первое, на что вам нужно обращать внимание при покупке этого Рейсмуса. Пускай продавец, поставщик проверяет, есть ли он у вас в комплекте или нет. Так, что мы видим еще? Тут что-то в коробке, наверное, есть. Ребята, здесь пластиковый толкатель. Так, давайте дальше. Ну, понятное дело, инструкции всякие. И вот сам красавец. Это задняя его часть. Так, что мы видим? Вот такая коробочка. В которой находится ключ для установки строгальных ножей, маленький шестигранный ключик для настройки уровня наших расширительных столов. Вот здесь. И два магнита для выставления ножей. Хорошо прячется вот здесь и абсолютно не мешает работе. Кабель толстенный, сечением 2,1 квадрата, с хорошей толстой вилкой.
Вилка пластиковая, не резиновая, а кабель резиновый. Сам Рейсмус 2020 года. На шильдике у нас есть подсказочка. Съем максимальный в 3 мм возможен при заготовках шириной меньше 150 мм. Потом 150-240 мм в 1,5 мм съем. И все, что больше 241 мм. Изготовлен в Китае. Имеет двигатель на 8500 оборотов в минуту и 1650 Вт. Ширина строгания 304 мм максимально. Как видно, шкала на рукояти в миллиметрах. Полный оборот рукояти на 360 градусов имеет съем 2 мм. Тут есть деление, то есть четверть оборота это полмиллиметра. Оборот на 180 градусов 1 мм съема. Вращается очень плавно. Также рукоять может быть складена. Линеечка у нас с таким красным флажком. Промаркирована в сантиметрах метрическая и в дюймах. Быстрая смена щеток на двигателе присутствует. Есть регулятор глубины типа как у фрезеров. Вот эта вот штука для регулировки одинаковой глубины рейсмусования, честно говоря, очень сильно мешает. У меня один раз было такое, она от вибрации, вроде бы здесь кнопка подпружинена, все нормально, но все равно и при работе как-то опустилась сильно. Я кручу ручкой, оп, уперлась, думаю, ну что такое? Начал заглядывать туда-сюда, пока обнаружил, прошло 3 минуты. Не знаю, кому эта вещь будет удобной. Что выявилось? Флажок нужно было подстраивать, проверял на миллиметр. Благо, возможность такая есть. Там на флажке удлиненный паз, его можно подстроить. Что еще могу сказать? Сильно налипает на столы смола. Конечно, для твердых пород это может быть и не критично, но так как у меня сосна, приходится чистить. Чищу обычным 96% спиртом. Очень хорошо вычищает, быстро, сразу высыхает, то есть нет никаких разводов. Просто ватный тампон и спирт. Чистится очень быстро. Что касается, ребята, патрубка пылеотвода, устанавливается он в единственном положении в одну сторону, что есть, конечно, и минусом. И большой его минус в том, что у Makita какой-то свой личный стандарт, и диаметр этого патрубка 75 мм. И не 100, и не 50. Поэтому нужно будет хитрить, мудрить какие-то переходники. Хочу показать свою примитивную систему стружкоулавливания. Вот что я придумал. Пластиковая бутылка, кусок, патрубок пылеотвода, который я показывал. Пластиковая бутылка, шланг обычный от пылесоса, ну и мой примитивный циклон. Если кому интересно, можете глянуть по подсказке вверху, который мне обошелся всего $4. Знаете, работает он великолепно, даже с рейсмусом. Да, конечно, вот есть заброс стружки в обратную сторону. Ее немного, но если взять в процентном соотношении, в сам циклон попадает 95%, а 5% вот разбрасывается немного по краям. Но не сильно, вот как видите. Устанавливается все очень просто. Здесь два таких барашка.
туда подводится. Все элементарно просто. Предлагаю проверить ровность столов. Здесь касается. Здесь тоже. На основном столе вроде бы лежит тоже неплохо. Изготовлен из качественного алюминиевого сплава. Все очень добротно покрашено. Классные сверху ручки. Удобные, такие массивные. Да и станина тоже не хуже. По качеству материалов нареканий нет. Здесь установлен ремень. Ремень очень мягкий, полиуретановый. Поэтому в холодное время можно использовать, его не дубеет. Еще примечательной особенностью есть то, что вальцы здесь полиуретановые, а не черные. И при пробуксовывании останутся черные следы от резины. У многих рейсмусов именно такие вальцы. Качество обработки весьма солидное. Поверхность аж блестит. Неплохо. Чем хорош способ с пластиковой прозрачной бутылкой? Сразу видно наше заполнение контейнера циклона, потому что сразу начинает здесь скапливаться стружка, и все понятно. То есть опилки сразу видно, как набираются, как индикатор. Что касаемо чистоты обработки, так ребята очень классные. Берешь две заготовки, можно даже склеивать, они буквально прилипают. Да, конечно, ему в пару не мешает фуганок, потому что, как выявилось, доски, заготовки, которые покрутила винтом, винт на рейсмусе исправить невозможно. Вальцы вращаются за счет цепи, и цепь здесь устроена таким образом, что она одна. Тут одна приводная и две ведомых, и все крутятся они в одной оси. Также есть защита. Здесь высота этого паза 3 мм, так что больше 3 мм не удастся снять. Сбоку у нас пластиковая защита. Сам рейсмус имеет самонесущую конструкцию, как мы видим. У него 4 цилиндрических опоры и укосина с одной стороны и со второй. Также 2 винта. Так что эти крышки носят сугубо декоративный характер. Установлена магнитная кнопка с защитой. Как видим, загорается световой индикатор.
И даже когда пропадает электроэнергия и рейсмус был включен, при повторном появлении электроэнергии он сам не запустится. Давайте это проверим. Я вставляю розетку. Как мы видим, он не запустился. Все мастера утверждают, что по громкости этот рейсмус самый тихий из его собратьев. Так что, ребята, кому мой обзор был полезен, прошу оценить. Напишите ваши комментарии, кто работает с этим рейсмусом, какие нюансы, что вы думаете по этому поводу. Всем удачи и до встречи, ребят. Пока.